You know, when we first came to Auroville, Когда мы впервые приехали в Ауровиле, Mother wanted us to have the first house built at the center of Auroville. мать хотела, чтобы мы построили первый дом в центре Ауровиля. And I had a vision of the house. И ко мне пришло видение этого дома. Very different kind of house. Очень необычный дом. It had one big room. Там была одна большая комната, where everyone would gather. где все могли бы собираться. And then it had room, and it was all clear glass. И все было из стекла. And then it had rooms around the outside of this. It was a circle. Это был круг, а по кругу шли другие комнаты. And very interesting, it had a glass center with a light coming down. И у него был такой стеклянный, как центр, что ли, наверху, через который свет не сходил бы вниз. Прямо как в Матери сейчас. And when I finally saw the drawings of the Matrimony, I said, "Oh my goodness, that's our house." Когда я впервые увидел рисунки, каким должен быть Матери, я сказал: Боже, это же наш дом, то, что я видел. So now I'll wander back and forth. Я сейчас буду просто забегать вперед, отходить назад, но And I just wrote things down as they kept coming. О разных вещах я записывал то, что ко мне приходило в последовательности, как оно приходило. Because they've been so interesting. Очень интересные вещи. How they were coming to me. Интересно, как они приходили ко мне. The Ashrame in those early days had many gardens. В те ранние дни в Ашраме было очень-очень много садов. Vegetable gardens, flower gardens. И овощной, как сад, что-то вроде огорода, и сад цветов. And Mother tells of one experience when she was walking through a vegetable garden. И мать рассказывала одно свое переживание, когда она прогуливалась по огороду, или вот дословно называют его овощным садом, садом овощей. And the different vegetables were saying, "Pick me, pick me." И разные овощи говорили: сорви меня, сорви меня. And yes, right. And we should have that consciousness when we are picking vegetables too. Нам нужно иметь тоже такое сознание, когда мы собираем сами овощи. And when we are working with the plants and the flowers. И когда мы работаем с растениями и цветами. To feel ones that can be picked and when they should be picked. Чтобы ощущать, какие из них можно сорвать и когда их можно сорвать. And how they should be picked. И как их сорвать. It's very interesting. Это очень интересно. Horticulturally, we know that when we pick a flower, if we want, let's see here. С точки зрения сельского хозяйства мы знаем, когда мы срываем цветок, if we want the plant to be reproduced, to make a cutting, чтобы, если мы хотим, чтобы цветок был повторен, снова вырос и хотим обрезать. you can all see here, these are all nodes, we call them nodes. Здесь есть вот такие узелки своего, Where the leaves are coming out. откуда выходят листья. And when we cut just below the node, И когда мы обрезаем that is where the cells are the most active and the roots can most easily form. то когда мы обрезаем прямо под этим узелком, то там клетки наиболее активные, оттуда гораздо легче выйти корням. But if we cut below the node, we leave a stub. Но если мы обрезаем прямо под этим узелком, то у нас остается стебель. And we should cut that stub
just above the node. И нужно обрезать эту часть стебля прямо над следующим узлом. Because the stub, the plant will not heal it over. Потому что этот вот остаток стебля растение не сможет его It will turn brown and it will die. Он отомрет. And then it is an invitation for insects and disease to come in. И это будет приглашением для насекомых и всяких растений, которые придут на этот обмерший стебель. Болезнь, да. One time we wrote to Mother, Однажды мы написали матери, and we asked a number of people wanted to join the work in the Matrimonial Gardens Nursery. определенное количество человек хотели присоединиться к работам над матримондиром в питомнике, где выращивались And растения. I think this is good for you to remember for your group. И это, я думаю, хорошо помнить и для вашей группы. Mother said if people want to come Мать сказала, если люди хотят прийти, работать and work together in harmony, и работать друг с другом вместе, в гармонии, there is no need to ask my blessings. что для этого не нужно спрашивать мои благословения. The blessings will already be there Потому что мои благословения уже будут с ними, if we aspire to work in harmony. если мы стремимся работать в гармонии. Now, those early years in Auroville, even though we could see Mother, И в эти ранние дни в Ауровиле, даже хотя мы могли видеть мать, I've told you how difficult they were. я вам рассказывал, насколько трудные были эти дни. It was a very difficult time physically. We suffered a lot. Для нас тогда это было физически очень трудное время, мы столько страдали там. I had anemic dysentery for 5 years. У меня была дизентерия 5 лет. And I can tell you how painful that is. Могу сказать, это настолько больно. So what I used to say to the new plants, И что я обычно говорил новым растениям, if I can make it, you can make it. если я могу это сделать, вы можете сделать это. And so they would take courage and many of them would make it. И они обретали смелость, и многие из них действительно сделали. Now, in the ashram, В Ашраме people would greet each other. How are you? люди обычно приветствуют друг друга. Как дела? And Mother said, the best answer is getting on. И мать сказала, что лучший ответ это движемся, трудно перевести. Движение. Да. And she explained why. И она объяснила, почему. There are forces all around you. Потому что повсюду вокруг вас присутствуют силы. And if you said, oh, I'm doing great, И если вы скажете, о, у меня все отлично, they would love to rush in and say, let's see if we can change that. то им очень нравится сразу же броситься, взяться за дело и сказать, посмотрим, можем ли мы с этим что-то сделать. On the other hand, if you said, I'm doing terribly, they would say, let's see if we can make it worse. С другой стороны, если сказать, что у меня все ужасно, то они скажут, посмотрим, можно ли это сделать еще хуже. Так что лучше было отвечать, дела идут. Last night, Вчера вечером let me go back. я немножко вернусь назад. Every time we had Mother's darshan, Каждый раз на Даршан Матери, or every time we went to Mother's room or Sri Aurobindo's room, мы ходили либо в комнату Матери, либо в комнату Шри Ауровиле, a great peace would descend in me. и в меня всегда
в этих случаях нисходил великий покой. And I could hardly keep my eyes open. И мне даже было трудно удерживать глаза открытыми. And I would have to go to my room. И мне приходилось возвращаться к себе в комнату. And I would sleep for hours. И после этого я спал там часами. A sleep that was so deep and so peaceful. И сон этот был настолько глубоким, настолько умиротворенным. And last night, when Sri Aurobindo was here with us, И вчера вечером, когда Шри Ауровиле был здесь с нами, I could hardly get up the stairs. мне было даже труд, я с трудом поднялся по лестнице к себе в комнату. My eyes were closing. Мои глаза просто закрывались. And I lay down Я лег and slept for 5 hours in a different world. и в течение 5 часов я спал в другом мире. And I hope some of you had that similar experience. Надеюсь, что некоторые из вас тоже что-то подобное испытали. It was one of the most beautiful ceremonies I have ever attended. Это была вчера одна из самых прекрасных церемоний, на которых я когда-либо присутствовал. The lighting of the candles, Когда мы зажгли свечи, and each one coming and paying homage. и каждый подходит и выражает свое почтение. All the while I was saying Sri Aurobindo Mira, Sri Aurobindo Mira, Я все время повторял все это время Шри Ауровиле мира, Шри until the Ауровиле мира, last person. до самого последнего человека. And I'm so grateful Я настолько благодарен, that we were all together что мы все были вместе at that moment. в этот момент. Now I'm going to tell you about a friend И хочу теперь рассказать об одном своем друге, whose name was Mona, чье имя было Мона. and she left her body at about 92, 93 years old. А это была подруга, оказывается, Моне, и она оставила свое тело в возрасте 92-93 лет. She and I were very close friends, Мы были очень близкими друзьями. and mother called her my collaborator. И мать называла ее «моя сотрудница». She was in charge of Golkonde for more than 50 years. Она заведовала Голконде, изданием, которое мать построила в Ашраме для садхаков более 50 лет. And kept it spotless. И поддерживала его в безупречном состоянии, ни единого пятнышка. So one day, she was a big lady and very strong. Она была такой большой женщиной и очень мощной. She was English. Она была англичанкой. And, huh? I met You met her. she was a festival in this thing. You could tell. Я ее встречал лично, она вот, заведовала еще тогда Голконде, и она мне первый раз позволила жить в Голконде. So one day, we were sitting together where we have tea in the afternoon. И мы с ней сидели, бывало, сидели вместе за чаем после обеда. And she asked me for some suggestions on the garden. И она спрашивала меня, как лучше, мое мнение, как лучше обустроить сад, который там окружает, небольшой сад. And I was about to recommend one fellow, and I was about to say his name. Я хотел порекомендовать одного человека и уже собирался сказать его имя. And suddenly I had such a pain in my knee. It was so painful. It was И вдруг неожиданно я ощутил очень сильную боль в колене. Буквально мне аж захотелось закричать, когда настолько была сильная боль. And it was Mona squeezing my knee. Оказалось, что это много сдавливает мое колено. So I shouldn't say that fellow's name. Чтобы я не говорил имя этого человека. Because he ruined everything in the garden. Потому что в саду он там все порушил, можно сказать. Another time, Хуте, whom I mentioned,
Другой раз Хуте, еще одна близкая And I ученица can Матери. commit this to the video, it's all right. И я уже говорил о ней, и сейчас могу рассказать эту историю при включенной камере. Because she loved me and I loved her. Потому что она любила меня, и я любил ее. But she was at times a very difficult person. Но иногда временами она была очень трудным человеком. So she was living in Golkonde. Она жила в Голконде. And the frogs there are a little noisy because there are water ponds with lilies and all. И в Голконде там есть такие небольшие пруды с лилиями, и в них лягушки живут, и они несколько громковато могут плакать, особенно по ночам. And Huta couldn't sleep. Так что Хуте не могла спать. So she kept writing to mother, you have to get rid of the frogs. И она писала, продолжала писать матери, писала снова, что ты должна избавиться от лягушек. And mother asked Mona, can you please have some of the ladies put on boots and catch the frogs and put them in couches? Because please help me, because Huta won't stop. Мать обратилась к Моне, что, может быть, ты можешь послать каких-то женщин, чтобы они собрали там этих лягушек, кувшины, иначе Хуте меня спокойно не оставит. So, just before I left, two years ago, И прямо прежде, чем я уехал 2 года назад, the friend of mine, Darshana, from the Ashram in San Francisco, и мой друг Даршана из Ашрама Сан-Франциско wanted to meet Mona. хотела встретить Мону. So I took her up. И я привел ее к Моне. And they went at it for about 5 minutes. They went at each other for 5 minutes. И они ходили так вот друг на друга в течение 5 минут. Mona would say, what was your Christian name? И Мона сказала, какое твое христианское имя? And Darshana would say, Darshana. Даршана сказал, Даршина. But what was your Christian name? Ну а какое же твое имя все-таки христианское? Darshana. Даршина. And Darshana would never give in. So Mona Даршина так и не сдалась. Mona finally conceded. И в конце концов Моне пришлось So отступиться. then Darshana and I got up to leave, and Mona said, no, you stay behind. Потом мы с Даршиной собрались уже уходить, но Мона сказала, ты останься. Well, we were alone. И мы остались вдвоем наедине. And we were talking. Mona's asking me a lot about Savitri. И мы разговаривали, Мона меня спрашивала много всего о Савитре. She's quiet for a moment or two. И она несколько мгновений так молчала. And suddenly, she leans over to me. И неожиданно она наклонилась ко мне. And she grabs my head. Взяла вот так мою голову. And kisses me full on the lips. Полностью так поцеловала меня в губы. For a long time. When I came back to the ashram in October, когда я вернулся в Ашрам в октябре, there were people, ashram men there by her house. И там рядом с ее домом были люди из Ашрама. And they asked me, would you please come up and help us to carry her body down to the car? И они сказали мне, не можешь ли ты помочь нам подняться и перенести тело Моны в машину. She had left the morning I arrived. Она покинула тело прямо утром, когда я прибыл в Ашрам. And then I realized her kiss was the final goodbye. И тогда я понял, что ее такой поцелуй был, ее прощальный поцелуй. Прощальный со мной. Now, I've been interviewing, as I told you, a lot of the older disciples. И я, как я вам рассказал, что я снял
на камеру интервью с многими уже старыми ашрамитами. And in time we'll have DVDs of these interviews. И через какое-то время мы подготовим DVD с этими интервью. One man who has written many books and he's well known in the ashram, Kirite Джоши. Один человек, который написал очень много книг, и он очень известен в Ашраме, Кирите Джоши. Was very ill. Он был очень болен. And then he started to get better. И потом ему стало становиться лучше. So I went in to see him and Я посетил его. I said, Kiri, can we get some interviews with you soon? И я спросил, Кирит, можем ли мы снять побыстрее с тобой несколько интервью? And he said, Narad, I'm not quite well yet, but I promise you I won't leave. Он сказал, Нарад, я еще не вполне выздоровел, но я обещаю тебе, я не уйду, пока мы это не сделаем. And when you come back, we'll do it. Когда ты вернешься, мы сделаем это. Now, Mona's husband was from Goa, and his name was Udaре. И муж вот этой настоятельницы Голконде Моне был с Гоа, и его звали Ударе. And he was a man who could accomplish almost anything. И он был человек, который мог сделать практически все, что угодно. Mother gave him all the work of construction of the different departments. И мать ему дала работу по развитию, строительству, дословно, различных отделений Ашрама. So when Golkonde was being built, И когда Голконде строилась, there was an architect был архитектор and a Japanese American who was doing the furniture. Японец из Америки. Он сделал там мебель для Голконде. He was a wonderful man. His name was Джордже Накашиме. Он был прекрасным человеком, его имя было Джордже Накашиме. And he made tables and chairs from the pieces of trees that he was able to get or people sent to him. И он делал кресла и мебель из кусков дерева, которые люди посылали ему. And like a Michelangelo of wood, И как Майкл Анджело, Микеланджело как делал из дерева, he was able to keep the essential nature of the tree. Ему удавалось сохранить естественную суть, как структуру дерева. It might have been a big branch that would then become an armrest. Например, была какая-то ветвь, и эта ветвь превращалась в подлокотник. Or a table that was natural and had the bark yet and all the rings in it. И стол, который был натуральным, прямо с кольцами древесными, с сучками. His work was so beautiful. And Его работа была настолько прекрасна. And when they were doing all this work at Golkonde, they had louvers to let in the air. Да, в Голконде, когда они делали эту работу, то там были сделаны такие интересные ставни, где там вся стена состоит из таких как жалюзей больших, и они открываются, вся стена становится практически как выходом на свежий воздух. But there was no hardware in India, in any part of India. Hardware, that means bolts and. Не было вот крепежа, чтобы сделать это все во всей Индии, ни в одной части Индии этого крепежа не было. And so mother said, Udaре, you'll have to make a factory to make all the hardware. И мать сказала, Ударе, тебе нужно сделать фабрику, на которой можно будет изготовить весь этот крепеж. And Udaре was sitting there by mother, and he said, well, but mother, we have no money. Ударе сидел рядом с матерью и сказал, ну, мать, у нас нет денег. And mother said, oh, you have no money. Мать сказала, о, как, у тебя нет денег? And mother goes back to her table, И поворачивается к своему столу, and she gives him 1 rupee. и дает ему 1 рупию. And she says, here.
говорит, держи. And if we have faith, we need nothing more than that. И если у нас есть вера, то нам не нужно ничего больше. And it was built. И несмотря ни на что, фабрика была сделана. And Golkonde had all the parts that it needed. И в Голконде поступили все нужные части, которые были нужны для строительства. Another time, В другой раз there was a huge crane on the pier unloading heavy boxes. на пирсе в Пондичере стоял кран, который разгружал очень тяжелые коробки. And Udaре was watching it. И Удар наблюдал за этим. And in the middle of it, at the most critical time, И в самый критический момент, в середине всей этой работы, someone comes running and says, "Mother wants to see you immediately. Go." кто-то прибегает к нему и говорит, мать хочет видеть тебя немедленно, иди. And he goes in И to он mother. отправляется к He said, матери. "Mother, this very critical thing." She said, "Yes, Udaре." She said, "Your fear would have made the crane crash in the sea, so I had to bring you here." Он входит к матери и кричит, мать, ну там такой критический момент, а мне пришлось уйти. Она говорит, да, Удар, иначе ты бы своим страхом привел к крушению крана. Кран бы упал в море. Now, when I was growing all these new flowers, И когда я выращивал все эти новые цветы, I went to the famous gardens in Bangalore. я отправился в знаменитые сады в Бангалоре. They were called the Lal Bagh Gardens. Most famous in India, Lal Bagh. Да, самые знаменитые сады в Индии, они назывались Лал-Баг. And I brought them a whole van load of new plants. И я оттуда привез целый как грузовик, что ли, я понял, растений. That we had grown in matrimony. Nurse. You brought to that garden? Yes. А он в сад привез, наоборот, цветы, которые выращивали в Матримандии. And that opened all the doors and they gave me so many things. И это открыло все двери, они мне дали столько всего. And what they gave me in hibiscus were from Hawaii. И они дали мне гибискус из Гавайев. And they were called the Hawaiian hibiscus, big flowers. Огромные цветы, они называли их гавайский гибискус. And mother loved them. И матери они понравились, она их любила. And Taре used to go upstairs and take the flower to mother that I brought in plastic and a box on my motorcycle. Я на мотоцикле привозил в коробке и в пластиковом пакете цветы на мотоцикле, привозил к матери, а Тара, руководительница сейчас делийского Ашрама, она носила их наверх к матери. And I could hear mother exclaiming about the beauty of these flowers. И я слышал, как мать восклицала, радуясь красоте этих цветов. She named 12 of them for Auroville. И она дала 12 из них названия для Ауровиле. And I was able to grow 11 of those 12. И мне удалось вырастить 11 из этих 12. And she named them, for example, the ideal of Auroville, beauty of Auroville. И она их называла, например, идеал Ауровиле, красота Ауровиле, Charm of Auroville, очарование Ауровиле, realization of Auroville. реализация Ауровиле. And then one day she said to Taре, И однажды она сказала Таре, we also need a little wider name нам нужно еще более широкое имя for the rest of the world. для всего остального мира. And so she gave those flowers 2 names. И она дала этим цветам 2 имени. Charm of the new creation, Очарование нового творения, ideal of the new creation, идеал нового творения, beauty of the new creation. красота нового творения. So it certainly tells us that Auroville is the new creation. И это определенно говорит нам, что Ауровиль — это новое творение. Only one other plant has 2 names.
Только еще одно другое растение имеет два имени. It's a blue flower Это голубой цветок, that mother named Miracle. который мать назвала чудо. And later she also added that its name was Air of Auroville. И позже она еще сказала, что еще одно имя этого цветка — воздух Ауровиле. In the ashram, В Ашраме for the beginning of the new millennium, к началу нового тысячелетия my friend Dayavai мой друг Дайабхай said, I'll take you to Sri Aurobindo's room, сказал: я приведу тебя в комнату Шри Ауровиле. January 1st, 2000. 1 января 2000 года. And we were able to stay there for 45 minutes. И мы смогли оставаться там в комнате Шри Ауровиле 45 минут, чтобы встретить новое тысячелетие. What a great blessing. Какое великое благословение. Now, another story of Huta. Еще одна история о Хуте. When one day she asked mother, Однажды она спросила мать: are you really the divine? а ты действительно божественная? And she's recounting this experience to me. И она рассказала об этом переживании, этом опыте мне. And she said she came back the next day. И она сказала, что она вернулась на следующий день. She said, and mother said nothing. И мать не сказала ничего. She said, Narad, from here up, I saw. И она говорит: Нарад, отсюда и вот вверх, я видела. And mother let her see her divine being. Мать позволила ей увидеть свое божественное существо. Now, I'm going to talk a bit about the Om choirs. А сейчас хочу рассказать немного о Харат Ом. But first I want to tell you about a friend of mine. Но прежде всего хочу рассказать вам о своем друге. I think he must be a multi-billionaire. Я думаю, что он является мультимиллионером. Not million, billion. Даже Миллиардер. миллиардером, да. And he owns 5-star hotels all over the world. И он держит отели по всему миру. And we are looking together for about 200 acres to build a center in South Carolina, a real Sri Aurobindo center. И мы ищем с ним место, чтобы построить настоящий центр Шри Aurobindo у нас в Каролине. And this is one of Mother's disciples who's using all of his money for her work. И это один из учеников Матери, который использовал все свои деньги для работы Матери. He purchased 125 acres. Он приобрел 125 акров In Surat, в Сурате, which is a 4 hours train drive from Bombay. в 4 часах езды на поезде от Бомбея. And he has built a place called Oro University. И он построил такое учреждение, которое называется Ауровиле, with the intention that it will be all along the lines of the integral education. с таким намерением, чтобы все там следовало направлением обучения с точки зрения интегрального образования данного Матери. And he's asked me to come each year. И он попросил меня приезжать туда каждый год. The first year, I think he had 85 students. Вначале там было, я думаю, 85 студентов. The next year, close to 500 last year. В прошлом году было уже 500 учеников, 500 And студентов. this year will be around 1,000. А в этом году будет уже около 1000. And these kids are from fairly wealthy families. И эти дети происходят из очень богатых семей. He brings them to America, Он привозит их и в Америку, shows them the Wall Street, shows them Washington, D.C., New York City,
Disney World. И он показывает им города разные Америки, показывает им Уолл-стрит, показывает им Диснейленд. And in 3 years, he now has an exchange program with the University of South Carolina. И сейчас у них уже строится программа по обмену с университетом в Южной Каролине. He's fully accredited by the government of India. И он получил как распознание, если так можно сказать, поддержку от правительства Индии. And he plans for 10 to 12,000 students. 10 to 12,000. И он планирует, что постепенно в университете будет учиться уже от 10 до 12 тысяч студентов. It is something to see that university. And if any of you ever have the opportunity to go, I will arrange it. И это нечто, конечно, увидеть этот университет. Если кто-то из вас когда-то туда поедет и у вас будет возможность увидеть этот университет, я организую вам это. Что особенно? А вот и special about this. There's such an atmosphere there Там такая атмосфера. of Mother and Sri Aurobindo. Матери и Шри Ауровиле. Their photos are all through the rooms. Во всех комнатах фотографии Шри Ауровиле и Матери, во всех холлах, залах. The children, you can see already a change in them. И уже можно видеть изменения в этих детях. They're so open to learning. Они настолько открыты обучению, так хотят учиться. And it's so beautifully constructed. И настолько прекрасно построен. Everything is done with great sensitivity. Все там сделано с очень большой чувствительностью. А почему не бедных детей? They will be giving scholarships. They had to break even first. Next year they said they will break even. And then they will give scholarships for the poor children. Money coming in equals the money you spend. Or at least the money you're spending. То есть в следующем году они уже достигнут, что окупаемости этого проекта, и тогда они откроют двери для бедных детей, тоже детей бедных семей. He did not want to accept any money from the government of India. Он не захотел взять даже никаких денег от правительства Индии. You can understand why. Можете понять почему. So there are no strings that anybody has in the university. Так, чтобы не было никого, кто будет там дергать за нитки в университете. So now to the Om choir. Теперь перейду, расскажу о хоре Ом. And to share some beautiful things with you. Чтобы поделиться с вами некоторыми замечательными I вещами. wish I had brought all of them, but I can tell you a few. Я хотел бы рассказать все, но смогу сказать только несколько. There's a lady, she's in her 80s, Есть одна женщина, ей уже за 80, lived in the ashram since a small child. и она жила с раннего детства в Ашраме. And she comes on that bus every Tuesday night to be in the Om choir in Auroville. И Нарад от Ашрама организовал автобус, который, поскольку там довольно большое расстояние между Ашрамом и Ауровилем, то туда, когда проводится хор, он находит вот этот автобус, и эта женщина едет тоже в этом автобусе, чтобы принять участие в хоре Ом. She can't sing. She cannot sing. И она не может петь, And she just sits there. она просто сидит там. And one day I said, why you come every week? Я однажды спросил, почему вы приезжаете каждую неделю? And she just smiled at me and said, I was healed. I have to come every week. И она улыбнулась и сказала мне, что благодаря присутствию на хоре Ом она исцелилась,
И поэтому ей теперь нужно приезжать туда каждую неделю, чтобы поддерживать свое состояние здоровья. Another girl, a Polish girl, Еще одна девушка из Польши, was about 6 months pregnant. она была где-то на 6-м месяце беременности. She would walk 1 kilometer to the Om choir, И она ходила, преодолевая 1 километр, чтобы принять and at участие night walk back. в хоре Ом. И поздно вечером, когда хор заканчивался, уже в темноте ходила обратно. And every week for months, that child in her womb heard the Om choir. И этот ребенок в ее утробе каждую неделю слушал в течение стольких недель хор Ом. I didn't see her for some time, Затем какое-то время ее не было видно, and 2 years later she came и 2 года спустя она пришла снова, with that child. уже вместе с этим ребенком. And I tell you, I have never seen a child like that. И могу сказать им, что никогда не видел такого ребенка, как этот. Such beauty, Такая красота. and when he looked at you, И когда он смотрит на тебя, you knew he saw everything. что ты видишь, что он видел все. He didn't smile, Он не улыбался, but he had this vast look of compassion но у него был такой безбрежный взгляд сострадания. and a universal love that seemed to enfold everyone. И в этом взгляде была всеобщая любовь, вселенская любовь, которая обнимала каждого. There's a friend of mine who is from France. У меня есть еще друг из Франции. He's been in the ashram many years, Он провел в Ашраме много лет. and he has visions during the Om choir. И он видел различные видения во время хора Ом. One of the visions he had Одно из видений, которое у него было, was of 2 dancers, он видел 2 танцоров sexless, бесполых, the new bodies, новые тела. and they were dancing through the sound of our Om. И они танцевали в звуке нашего Ом. Then there was this great horse that was rearing up on his hind legs like that. И далее была огромная лошадь или конь, который парил в вышине. And I guess dancing to the Om. И я полагаю, что он тоже танцевал при этом звуке Ом. And the last one I can remember just now was И еще одно было, которое я вспомнил только where сейчас. this king and queen enter, Когда вошли король и королева and they are bowing to the Om choir. и склонились, чтобы почтить хор Ом. This last one is when we had the Om conference in California. Это последнее, вот что я сейчас расскажу, произошло, когда у нас была конференция Ом в Калифорнии. And I met a man Я встретил там человека, who's a composer, modern composer, который является современным young man in композитором. his maybe early 30s. Молодой человек, где-то немного за 30. And he told me this story, И он рассказал мне вот такую историю, that he went to sleep one night, что однажды ночью он отправился спать, and he awoke in 400 BC, 400 years before Christ. и он проснулся за 400 лет до Рождества Христова. And there was a place И он увидел место, where a choir was singing, где пел хор. and he never heard anything like this in his life. He was transfixed. И ничего подобного он в своей жизни не слышал. Он был просто как пригвожден к месту. Какая-то была красота. Просто застыл. He had a friend who was a monk, И у него был друг, монах.
And he told him this, and the monk wanted to hear everything about that experience. И он рассказал об этом переживании этому монаху, и монах хотел знать все об этом опыте. And then it was gone. А потом это все исчезло. He came to the Om conference in California. И он приехал на конференцию Om в Калифорнии. And as soon as the Om choir began, Как только начался хор Om, he said, that was the music I heard он сказал, да, вот эту музыку я и слышал. from 400 BC. Но он только перенесся до 400 лет до Рождества Христова. The last thing I'll share with you is Еще одно, последнее, чем я хотел бы сегодня поделиться с вами. the man who took me under his wing, so to speak, when I first came to the ashram. Когда я впервые приехал в Ашраме, там был человек, который взял меня, так сказать, под свое крыло. His name was Prithvi Singh Nahar. Его Prithvi Singh имя Nahar. было Притхви Сингх Нагар. And he was legally blind. И он был практически слепым. And he typed, looking at the typewriter like this, И он печатал вот так, смотря на пишущую машинку. the first copy of the Life Divine. И таким образом он набирал первую копию жизни божественной. The dedication and the devotion of some of these people. Преданность и самопосвящение этих людей — это просто нечто. And we've used up the hour. We've used up the hour. Да, и мы использовали весь наш час. Можно спросить, чего история Как началось? You can tell how this Om choir started. Well, yeah, I did mention this once, I think, but I'll go through it again. Я, может быть, уже упоминал об этом, но я расскажу еще раз. After my first Adesh from Mother in 1961 to bring down a new music, После моего первого адеша, который я получил в 1961 году от матери, низвести новую музыку. and then 10 years later, И 10 годами позже, 8-9 years later, ну, может быть, 8-9 лет позже, Mother brought me to Auroville. мать привела меня в Ауровиле. All during this time I've been listening to music, И все это время я слушал музыку. trying to find any touch of the higher music Я in modern слушал compositions. разную современную музыку и пытался уловить хотя бы прикосновение этой новой музыки в этих музыкальных композициях. And then about, it will be 10 years this coming year, I had a kind of illumination that said the new music will descend in a collective body. Где-то вот 10 годами спустя мне пришло такое откровение, что новая музыка проявится в коллективном теле. Prior to that, I was calling it a meditation choir. До того я называл это медитационным хором. And sometimes 4 or 5, 6 of us would meet in the Bharat Nivas. И иногда несколько человек мы собирались в Бхарат Нивасе, это павильон индийской культуры в Ауровиле, павильон Индии. But shortly after I had that experience, Но вскоре после этого у меня был вот этот опыт, это переживание. then the voice said it will be the Om choir. И голос сказал мне, это будет хор Om. And so now it will be 10 years this coming year. И вот That's been an Om choir. в этом году будет уже 10 лет с того момента, как начался вот этот хор Om таким образом. The great assenting word from Savage. Великое слово согласия и произволения божественного. Only the everlasting no has stared into thy eyes. Лишь вечное нет взглянула в твои глаза, уставилась тебе в глаза.
And I don't quite remember the next line, but where is the lover's Everlasting everlasting yes? Но где же вечное «да» любящего? Any questions? I'm too warm now, but I don't get any chance at all to wear these old clothes because I'm always in hot climates. Здесь очень жарко, и у меня никогда нет никакого шанса носить такую одежду, потому что все время в жарком климате нахожусь. So this is enjoyable. Yeah, questions? Есть еще вопросы? On anything О чем угодно. we've talked about? Yes. Удалось ли послушать игру матери? Could you hear mother play music? Yes. Да, Yes, I could. я слышал. And in fact, when they felt that it was too much when she got very old to use the pump organ. И люди посчитали, что когда мать уже постарела, что ей сложно использовать вот такой орган. They bought her an electronic organ. И вместо такого органа, как обычного, ей купили уже электронный орган. Whose sound was not nearly as beautiful. Pardon? Whose sound was not nearly as beautiful. И его звук уже совершенно не был чем-то, что можно назвать прекрасным. But mother put the organ in a room just over the post office. Но мать поместила этот орган в комнату сразу за почтовым отделением. And I was able to play it whenever I wished. И разрешила мне играть на нем, когда бы мне не захотелось. That brings back a warm memory. Thank you. Спасибо, это мне принесло такие теплые воспоминания. Could you tell what is mother's work now in different centers in the world? How this progresses? Maybe you visit different centers. What is your feeling? How mother's work progresses in them? Я спросил о центрах матери. It's no longer limited to centers. Как в них продвигается работа матери в разных центрах. Он сказал, что эта работа больше не ограничена центрами. If Sri Aurobindo can appear to a Catholic priest, если Шри Ауровиле смог появиться перед католическим священнослужителем, the work is universalized to such a great extent. Эта работа настолько универсализировалась, распространилась повсеместно сейчас, that it is open to everyone. Что сейчас это открыто уже каждому. Yes, the centers focus, true, on meditations, on gatherings for darshan days. Центры сконцентрированы на медитации, на том, чтобы собираться на даршаны, on doing karma yoga, на выполнение карма-йоги. And living communally in some of them, not so many. И в некоторых из них уже созданы коммуны, их пока не так много, то есть общины такие. Where each one who comes has a trial period. И в таких центрах каждый, кто туда приезжает, у него есть испытательный период. To see if he or she fits into the group. Чтобы посмотреть, сможет ли он или она вписаться в группу. And sometimes they do, sometimes they leave. Иногда люди могут войти, стать органичной частью группы, иногда же они уезжают через какое-то время. The important thing to remember важная вещь, которую нужно помнить, is that Mother and Sri Aurobindo are everywhere. Это то, что мать Шри Ауровиле присутствует всюду. And in us. И в нас.